Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 28 марта, пятница. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Самая тяжелая ночь в Иерусалиме. Пожарно-спасательная служба Израиля сообщает, что пожарные подверглись нападению со стороны демонстрантов харидим в Иерусалиме, когда пытались потушить объекты, подожженные во время протеста против призыва в армию обороны Израиля студентов ультраортодоксальных ешив. Пожарная служба комментирует, что демонстранты подтолкнули 5 горящих мусорных контейнеров к пожарным и бросали в них предметы. Тем временем полиция добавляет, что 6 сотрудников попали в больницу после того, как на них напали харидим. 2 подозреваемых уже арестованы. Силы полиции Иерусалимского округа сообщают, что продолжают операцию по восстановлению порядка в Иерусалиме. Также добавляют, что участники протестов перекрывали дороги, нанося ущерб инфраструктуре и автобусам, использовали железные прутья, которые ультраортодоксы раздали своим несовершеннолетним чадам. Они бросали камни и различные предметы в силовиков, добавляют стражи порядка, поджигали мусорные баки и пытались столкнуть их вниз по улице. Участники акции кричали, цитирую, «Нацисты, сдохните в секторе Газа». В полиции заявляют, цитирую, «Мы позволим любому человеку выражать свое мнение в протесте при условии соблюдения закона и порядка. Однако любое проявление в отношении обычных граждан или же сотрудников полиции будут встречены жесткой и бескомпромиссной рукой, арестами и уголовным преследованием в целях соблюдения закона и общественной безопасности». Протесты в Израиле продолжаются. Протестуют не только харидим против призыва в армию. В Иерусалиме также стучат и в барабаны около резиденции Нетаньяху. В Тель-Авиве же под руководством Эйнав Зангаукер, матери заложника Матана Зангаукера, также прошли акции протеста. Участники протестов требовали отставки правительства и возвращения из Газы всех похищенных.
Пресс-служба правоохранительных органов передает, что участники шествия в Тель-Авиве пытались напугать лошадей конной полиции, осыпали полицейских бранью и провоцировали их оскорбительными жестами. Полиция объявила мероприятие незаконным и потребовала демонстрантов разойтись. Однако несколько групп протестующих отказались подчиняться и продолжили нарушать общественный порядок. В частности, демонстранты пытались спуститься на шоссе Аялон и перекрыть движение на других трассах. Ночью на протесте, но уже через час с обращением к президенту США Дональду Трампу. Эйнау Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, опубликовала видеообращение к президенту США и похитителям ее сына. Цитирую: «Мы, как и наши сыновья, также чувствуем себя пленниками Хамас уже более 500 дней», говорит Эйнау Зангаукер в видео на иврите и арабском языке, прося командиров бригад в Газе предоставить доказательства того, что оставшиеся заложники еще живы, и обеспечить их безопасность до вступления в силу соглашения о прекращении огня. Эйнау Зангаукер также обращается и к президенту США Дональду Трампу. «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах для освобождения заложников», и добавляет, что израильское правительство должно обеспечить возвращение всех оставшихся заложников, иначе война не закончится. Конец цитаты. В это же время родители похищенного заложника Алона Охеля обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу с настоятельным призывом немедленно вмешаться, чтобы добиться освобождения их сына. После рассказа бывшего заложника Ора Леви, который видел Алона Охеля живым. Свидетельство, которое мы услышали от Ора Леви, который был вместе с Алоном в плену у Хамас, потрясло нас. «Мы просим о срочной встрече с вами», написали родители в своем письме премьер-министру. «Мы получили свидетельские показания о его состоянии. Он находится на грани слепоты и находится под угрозой». Конец цитаты. Тем временем бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант призывает Израиль отдать приоритет возвращению заложников, а не уничтожению Хамас. «Время уходит», — говорит Галлант. «Сначала верните заложников, затем же смените правление Хамас. Если мы будем действовать наоборот, возвращаться будет некому», — добавляет Галлант во время мероприятия в Нетании, согласно сообщениям СМИ Израиля. «Я не уверен, что национальная потребность в возвращении заложников превысит политические соображения», завершает Йоав Галлант. Продолжаем главные новости Израиля в эфире Радио Нария. Кнессет принял законопроект об изменении состава комиссии по отбору судей. Критики же утверждают, что законопроект, который вступит в силу только в следующем Кнессете, политизирует назначение судей. Вчера, 27 марта, дебаты по законопроекту перед окончательным голосованием во втором и третьем чтениях подряд продолжались всю ночь из-за беспрецедентного количества возражений, поданных оппозицией. Оппозиция же бойкотировала окончательное голосование по этому законопроекту, и депутаты Кнессета покинули пленум, когда проголосовала коалиция. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявляет, что глава Шабак Ронен Бар за несколько часов до нападения Хамас 7 октября 2023 года знал о вероятности вторжения группировки, но не предупредил об этом премьер-министра. Цитирую: «Это факт, а не заговор», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, в котором утверждается, что в 4:30 утра 7 октября 2023 года уже было ясно, что вторжение в государство Израиль вероятно. Почему в тот момент он не разбудил премьер-министра? Почему он не предупредил глав общин на периферии Газы? Почему военный секретарь премьер-министра был проинформирован только за несколько минут до начала атаки? Конец цитаты. Бригадный генерал Эфи Дефрин занял пост нового пресс-секретаря армии обороны Израиля, сменив Даниэля Агари, который занимал эту должность в течение последних 2 лет.
На церемонии передачи полномочий Дефрин заявил, что сделает все возможное для укрепления доверия общественности к армии обороны Израиля. Напомню, что Даниэль Агари был представителем армии обороны Израиля в течение последних 2 лет и стал очень известным лицом в Израиле благодаря своим частым брифингам во время войны в Газе и в Ливане. Новый пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин, бывший командующий бронетанковыми войсками и начальник отдела международного сотрудничества вооруженных сил. Начальник генштаба ЦАЛя Эяль Замир также желает успехов Дефрину, говоря, что ему предстоит важная миссия. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Я же напомню, что не все мы можем публиковать на этой платформе. Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте QR-код на ваших экранах. Полиция Израиля арестовала палестинца, незаконно проживающего в нашей стране, по подозрению в том, что он помог осуществить неудачное нападение закладкой детонирующих устройств в автобусы в центре страны. Подозреваемый работал в филиале сети мороженого «Голда» в Бат-Яме, где он был арестован во время своей смены. Полиция временно закрыла филиал вскоре после ареста. Согласно отчету, подозреваемый работал в сети около месяца без надлежащих документов и получал зарплату наличными. В полиции комментируют, что заведение «Голда» наняло на работу нелегального резидента и обеспечило его существенным источником дохода, хотя он представлял явную угрозу национальной безопасности и в настоящее время находится под административным арестом. Ответчик действовал незаконно, руководствуясь циничными экономическими мотивами и вопиющим пренебрежением общественными интересами, особенно в то время, когда государство Израиль борется за свое существование, говорится в заявлении стражей порядка. На кладбище установили общий надгробный камень для Шири Бибас и ее 2 маленьких сыновей Ариэля и Кфира спустя месяц после того, как они были похоронены вместе на юге Израиля. В знак поддержки семьи цвет надгробья сделали немного оранжевым, поскольку малыши имели рыжий цвет волос. Напомню, что Шири Бибас и ее сыновья были лишены жизни в секторе Газа. «Именно ты сделала жизнь стоящей, а любить тебя – это лучшее», гласит надпись на камне. Внимание! Мошенники в интернете делают новости Израиля. Уже в ближайшее время лица 2 мошенников мы покажем всей стране. Обратите внимание, мошенники делают обложки своих видео максимально похожими на обложки видео канала Радио Нария. Также воруют наши названия. На оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном канале. Лица мошенников уже скоро увидит весь Израиль. Каждый из вас может сейчас поддержать Радио Нария. Это сделать очень просто. Подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также под этим видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось. Если не понравилось, нажмите на палец вниз. Обязательно ставьте свой комментарий. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже в воскресенье, 30 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. Шаббат шалом и до встречи.